Всем привет! Сегодня я расскажу вам об очень интересной ткани, которую сейчас многие считают немодной и неприметной. Ситец– это недорогая хлопчатобумажная ткань, украшенная печатным рисунком с веселыми узорами. Но так было далеко не всегда. Когда-то ситцы ценились не меньше, чем шелк. А история ситца– это не только одна из историй хлопчатобумажных тканей и красильного дела, но и история рабства, шпионажа и лишения собственности коренных народов. И не забывайте подписываться, так это видео увидит больше людей, и мы вместе будем распространять текстильную грамотность. Ученые считают, что именно в Индии 5000 лет назад была впервые получена хлопковая пряжа и соткана первая хлопчатобумажная ткань. Так что неудивительно, что индийцы были первыми художниками, придумавшими изысканные способы украшения тканей. Желание окружать себя красивыми вещами, носить одежду с яркими узорами вообще испокон веков присуще человеку. В Индии ткани, раскрашенные вручную, называли каламкари, то есть сделанные пером, от арабского слова калам– ручка, а кари– мастерство. При создании рисунка использовали перо, кисть и деревянные штампы-трафареты. Фактически это был батик, ткань, раскрашенная вручную. Более дешевые ткани, где рисунок наносился с помощью трафаретов, назывались калико, так как считается, что они впервые начали производиться в индийской Калькутте. Название ситец происходит от голландского слова ситц, немецкого зиц, английского чинц, которое восходит к слову чинту– пятнышко в переводе с хинди. В Индии на ситец наносили яркие узоры в виде экзотических птиц, животных и цветов, а также орнаментальные узоры или арабески, так как ткани использовали в религиозных церемониях и при украшении храмов. Создание ткани каламкари занимало много недель. Процесс крошения включал в себя нанесение материала с помощью деревянного бруска и бамбуковой ручки калама. Этот брусок являлся праотцом современного трафарета. На нем были нанесены линии, передающие рисунок. Нанесение через такой трафарет либо напрямую окрашивает ткань, либо закрепляет краситель с помощью протравы, либо препятствует впитыванию красителя путем нанесения резерва, например, такого как воск. Эта форма искусства развивалась в Южной Индии с XIII века, а расцвет ее пришелся на 17-18 век во времена султаната Галконда и великих моголов. Расписанные вручную ситцы экспортировались по всей Юго-Восточной Азии, где приобрели особую популярность при королевских дворах. Только представьте, чтобы получить узор на ситце, ткань должна была пройти 17 этапов. Детей с раннего возраста отдавали в ученики, чтобы они изучали только одну специализированную функцию и стали мастерами. От изготовления калама до готовой ткани было занято 8-10 мастеров. Сначала закупалась суровая хлопковая ткань. Она отбеливалась и замачивалась в растворе воды, молока буйволицы и плодов миробалана. Жирное молоко гарантировало, что протрава не будет просачиваться за пределы участков рисунка при нанесении, а вяжущий миробалан усиливал действие протравы. Далее ткань высушивалась и разглаживалась путем отбивания деревянными молотками, а рисунок сначала наносился углем. Контуры областей, которые должны быть красными, окрашивались раствором протравы из квасцов, а те, которые должны быть черными, окрашивались железной протравой. Затем ткань кипятилась в растворе корня чая, источника красного красителя. Железная протрава реагировала с миробаланом, образуя четкие черные линии, а квасцы реагировали с чаем, образуя красный цвет. Далее ткань готовили к нанесению красной краски. Ее промывали и отбеливали многократно навозом. Затем снова замачивали в миробалане и молоке буйволицы. Белые линии, которые нужно было сохранить на красном фоне, рисовали воском. Затем с помощью калама наносили протраву, тонированную красным деревом. Потом ткань погружали в чан с горячим раствором красной краски из корня чая, который окрашивал только те области, которые были обработаны протравой. Когда ткань пропитывалась краской, ее стирали, отбеливали в навозной ванне и снова стирали несколько раз в течение 4 дней. Затем ткань покрывали пчелиным воском, за исключением тех участков, которые должны были быть синими. Вощеную ткань оставляли на солнце, чтобы воск расплавился ровно настолько, чтобы проникнуть наизнанку ткани. Далее ткань передавали специалисту по крошению индиго, который погружал ее в чай с индиго на 1,5 часа, чтобы получить синие области. Воск удаляли кипячением ткани в воде. Зеленые блики, особенно на листьях, достигались путем нанесения раствора галаксиевого муравья на окрашенные индиго области. После завершения всех стадий окраски, промывки и отбеливания ткань готовили к продаже путем крахмаления, жирования и полировки ракушками,
для получения глянцевой поверхности. В итоге получались невероятно красивые ткани с яркими цветочными узорами, аналогов которым не было в мире. После обретения Индии независимости в 1947 году искусство каламкари было возрождено благодаря государственным программам, а индийские ткани с набивным рисунком обрели новую жизнь, особенно в домашнем декоре и мягкой мебели. Сейчас это ремесло практикуется в штате Андхра-Прадеш. Ну а как же ситец попал в Европу и что его там ждало? Уже в 13 веке, в эпоху крестовых походов, благодаря арабским торговцам индийские ткани начали просачиваться в Европу вместе с парчой и шелками. В 15 веке португальский исследователь Васко де Гама достиг Калькутты и по возвращению на родину привез не только вожделенные специи, но и несколько отрезов чудесного каламкари. В 17 веке португальцы начали торговать индийским ситцем на рынках регионов Индийского океана, но быстро поняли, что в Европе на экзотических тканях они заработают гораздо больше. В 1600 году группа английских купцов получила от королевы Елизаветы I хартию на монопольную торговлю с Востоком. Так была создана британская Ост-Индская компания и положено начало Британской империи. Главными предметами торговли компании были пряности, чай и хлопчатобумажные ткани, каламкари и калико. Голландская и английская Ост-Индские компании были основными импортерами ситцевых тканей в Европу в 17 и 18 веках, о чем свидетельствуют многочисленные гравюры. Европейские аристократы никогда не видели ничего подобного. И на волне вау-эффекта ситец очень быстро стал популярным. Рисунки были яркими и стойкими, узор экзотическим, да и сам хлопок был тогда новинкой для Запада. Ситцы намного превосходили все, что производилось в Европе в то время, и на них немедленно появился спрос. До 1625 года ситцы, привезенные в Европу, в основном имели экзотические индийские узоры, ну, например, иранское или китайское цветущее дерево. Ситуация изменилась, когда ситец начали использовать для пошива одежды. Осознавая потенциальную прибыль, проницательные директора Ост-Индской компании быстро поняли необходимость приведения дизайна тканей в соответствии с английским вкусом. Они стали отправлять образцы тканей и инструкции по их украшению индийским каламкарам. Ткани приобрели гибридный экзотический стиль, смешивающий яркие оттенки традиционных индийских цветов с элементами английской вышивки, исламских цветочных мотивов и китайских узоров. Первоначально ситец использовался для штор, мебельных тканей и покрывал. Носить в качестве одежды ситец начали в Англии, когда износившиеся шторы отдавали служанкам, а те перешивали их в платье. Вскоре в британо-индийской торговле стали доминировать текстильные изделия, а не специи. Королева Мария украшала свою спальню ситцами, и к 1680 году в Англию уже экспортировалось более 1 000 000 кусков ситца в год, и примерно столько же экспортировалось во Францию и Нидерланды. Спрос на индийские ситцы был столь велик, что поставил под угрозу британское текстильное производство. Производители шерстяных, пеньковых, льняных и шелковых тканей бунтовали против безвкусного запятнанного хлопка, производимого язычниками. Владельцы мануфактур поджигали и грабили корабли, перевозившие ситец, и склады с тканями. Чтобы защитить отечественный бизнес, королем Англии Яковом II был подписан акт 1701, а затем 1720 годов об ограничении импорта индийского ситца. Второй акт запретил использование ситца в домашних условиях, но разрешил экспорт английского ситца. Ввоз и производство ситца было также запрещено во Франции почти 100 лет. Но, впрочем, все могут короли, и в Версале продолжали использовать его как для интерьеров, так и для модной одежды. Обычные же француженки, носившие ситец, подвергались суровым наказаниям, даже смертной казни. Аналогичные указы были изданы в Испании, Венеции, Пруссии и Османской империи. Таким образом, был официально объявлен рай для контрабандистов, которые, несмотря на угрозу казни, продолжали ввозить ситец в Европу в огромных объемах. Вскоре англичане оказались просто вынуждены начать производство собственных ситцев, тем более, что из восточных колоний в метрополию можно было возить не только разноцветные ткани, но и растительные красители – марену и индиго, а также дешевые отбеленные ткани типа миткали или бязи. Но англичане не знали секретов сложной процедуры окрашивания ситца. Ну и тут на выручку, конечно, пришел промышленный шпионаж. В 1734 году французский морской офицер господин де Болье,
который находился в Индии, в Пандичере, отправил домой письма вместе с реальными образцами ситцевой ткани на каждой стадии процесса другу-химику, подробно описав процесс окрашивания ткани и тем самым привезя секреты производства ситца в Европу. Его письма и образцы и сегодня можно увидеть в Национальном музее естественной истории в Париже. Вскоре англичане запатентовали способы окраски ткани при помощи морены и индиго, а также применение досок для печатания узоров на ткани. Такие доски назывались манерами, а процесс печатания с их помощью назывался ксилографией. Манеры изготавливали из твердых пород дерева – орехового, пальмового или грушевого. На поверхности манер вырезали соответствующий узор. Если рисунок был многоцветным, для каждой краски изготавливалась своя манера. В конце XVIII века была изобретена печать на ткани с помощью медных пластин, позволявшая получать более тонкий рисунок. Начался период расцвета европейских набивных тканей. В 1834 году появилась первая печатная машина – Перротина, по имени ее изобретателя, руанского механика Перро, за счет применения которой еще больше улучшилось качество набивного рисунка. В XVIII – начале XIX века в Англии в результате технического прогресса был изобретен и летающий челнок Джона Кея, и прядельные машины Хагриса и Аркрайта. Эти изобретения, во-первых, очень удешевили производство ситца, а во-вторых, дали возможность наладить выпуск чисто хлопковых тканей. К 1760 годам запрет на ситец во Франции и Англии был снят, и к тому времени в обеих странах уже имелись фабрики, которые без труда производили эту желанную ткань. После этого на долгие годы Англия становится лидером в производстве ситца в Европе и законодателем мод. Начинает экспортировать свои дешевые ситцы по всему миру, в том числе и в Индию, приведя к постепенному упадку ее ситцевой промышленности. Английские ткани были намного дешевле индийских. Они стали доступны для простолюдинов и имели очень мало общего с роскошными каламкари, расписанными вручную. Одна из первых европейских ситценабивных мануфактур была основана в 1670-е годы в Амстердаме. Вслед затем в 1690 году в английском Ричмонде, в немецком Мюльхаузене и так далее по всей Европе. В США машинное производство хлопковой пряжи и ткани вызвало огромный всплеск работорговли и выселение коренных индейцев с их территорий, которые засевались хлопком. Для выращивания хлопка европейские плантаторы использовали рабов, которых сотнями тысяч они получали за бесценок из Западной Африки. С изобретением стойких красителей и медной печати европейский и американский ситцес можно было производить практически такого же внешнего вида, как индийский калико. Мода на ситцес пошла на убыль в конце XVIII века. Сначала Англия потеряла рынок США после принятия Декларации независимости в 1776 году, но затем разноцветные ткани стали просто выходить из моды, уступая место минималистическому стилю. После этого ситцес циклично приходил и выходил из моды. После Первой мировой войны ситцес вышел из моды, поскольку он представлял собой старый мир. Он снова вошел в моду, когда в 1963 году Джеки Кеннеди провела реконструкцию Белого дома с использованием ситца с цветами апельсина. Затем появился в 60-х вместе с движением хиппи, когда Марк Болан пел о человеке на морях Абиссинии, чьи одежды из ситца таяли в снегах. В 80-х ситцес вернулся на подиум благодаря принцессе Диане. Принцесса Ди популяризовала ситцес, когда вышла замуж за Чарльза и переехала во дворец с гардеробом из идеальных английских ситцевых платьев Лоры Эшел. Икея положила конец возрождению ситца в своей рекламной кампании 1996 года, которая называлась «Выбрасывайте свой ситцес». И со временем термин ситцес стал ассоциироваться с обыденной и широко доступной тканью. В Россию ситцес вошел в моду позже, чем в Европе. Первые индийские ситцы привез Петр I в начале XVIII века. В 1753 году англичане Чемберлен и Козинс, учредители Красносельской ситцевой фабрики в Петербурге, умудрились получить от Елизаветы Петровны монополию и в течение 10 лет оставались единственными производителями ситца в России. Монополия плохо повлияла на развитие индустрии, и к концу XVIII века в России было всего 8 фабрик. Зато сразу после ее отмены ситцевое производство стало быстро развиваться. Тогда же зародились первые производства в селе Иваново. Сразу после отмены монополии Лемон, один из мастеров мануфактуры Козинца, основал собственную мануфактуру в Шлиссельбурге.
Льняной холст для нее поставляли купцы из Иваново и Кинешмы, а хлопковый меткаль использовался индийский. В 1766 году фабрика начала работу, а уже в 1790-е годы ее продукция выдерживала конкуренцию с лучшими английскими образцами. В начале 19 века на Шлиссельбургской фабрике впервые в России стало применяться печатание рисунка на ткани с цилиндрических шаблонов. Небольшое село Иваново стало во второй половине 18 века одним из наиболее значительных центров русской текстильной промышленности, который развивался на основе вольно-наемного труда. К 30-м годам 19 века в Иванове было до 180 набивных фабрик. Узоры сначала печатали на льне, а рисунки заимствовали с зарубежных, чаще всего с восточных образцов. Франкофобия начала 19 века пошла на пользу ивановским фабрикам. У покупателей появился интерес к отечественным тканям. После отмены же крепостного права на ткацких фабриках работало уже 27 тысяч человек. В 1828 году купец Спиридонов поставил в Иваново первую ситценабивную машину с цилиндрическими валами, и окрестные фабрики платили ему по 7 рублей за пропуск каждого куска в машину. Причем ситценабивные машины сначала приводились в действие при помощи лошадей. Присоединение к России и Средней Азии, вызвавшее сильное недовольство Англии, дало ивановским фабрикантам одновременно и более дешевое отечественное сырье, и новые рынки сбыта готовой продукции. В 1890 году четверть хлопковых тканей в России изготавливалась из хлопка, выращенного в Средней Азии, Закавказье и Крыму. Перед Первой мировой войной Россия экспортировала в страны Азии ситцев на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Огромные деньги. После того, как набивные рисунки стали наносить машинным способом, а хлопок стал поставляться из стран Средней Азии, ситцы стали стремительно дешеветь. В середине 19 века они стали использоваться не только среди аристократии, но даже в крестьянских избах. А начиная с 20 века ситцы стал одной из самых дешевых народных или крестьянских тканей и утратил свое статусное значение. Ситцевые наряды, правда, оставались в летних гардеробах аристократок, но показываться в них в свете им бы и в голову не пришло. Недаром на Руси все поговорки о ситце подчеркивали его дешевизну. Ситец на теле, да золото в деле. О том, что человек может быть скромно одет, но при этом весьма полезен. Ситцева душа, да золотое сердце. Значит, наружность простая, внутренний мир богатый. По этой же причине первую годовщину свадьбы называют ситцевой. У молодежи еще нет средств на декор семейного гнездышка, и поэтому им дарят много дешевой ткани для постельного белья, штор и так далее. Ивановские фабриканты сосредоточили свои усилия на ярких крестьянских дешевых ситцах с синим фоном и на дорогих кумачевых ситцах с орнаментами. Самыми популярными в те времена считались ситцы в цветочек в красной, белой и черной цветовой гамме, а также разнообразные узоры и орнаменты. Из такого ситца шили рубахи и платья. С начала 20 века ситцы составляли основную часть сундука с приданым хорошей деревенской невесты. Фабричный ситец вытеснял домотканные материалы и в конце концов превратился в удобный материал для повседневной одежды людей небольшого достатка. Но не стоит думать, что российские, в том числе ивановские набивные фабрики, производили исключительно дешевые ситцы для крестьянских рубах и девичьих платков. Также они разрабатывали прекрасные рисунки для отечественных и европейских туалетов и мебельных тканей. Для этого фабриканты имели в штате собственных десенаторов и даже создавали рисовальные школы. В письме Московского отделения мануфактурного совета от 1839 года говорится: посланы были в Англию образцы российских ситцевых платков ценой от 6 до 7 рублей ассигнациями, смотря по цветам. Возвращая один из сих платков, барон Мейндорф доносит господину министру финансов, что платок сей возбудил удивление знатоков Англии по тканям и краскам. В Глазго не могли бы сделать такого дешевле 6-8 шиллингов, и то с великим трудом. А платок этот был выполнен на трехгорной мануфактуре. Французский журнал Vogue дал следующий отзыв о русских тканях. В области ткани Россия может сама себя обслуживать и выдерживать любую конкуренцию. Их ситцы не хуже руанских. Через несколько лет русское производство может конкурировать с Англией. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году ткани ивановских фабрик получили золотые и серебряные медали. Это вообще тема достойна отдельного выпуска «Ивановские ситцы». С середины же 20-х годов 20 века некоторое время на ивановских ситцах изображали
тракторы, дымящие фабричные трубы, ударные стройки и тому подобное. Ситец должен был стать агитатором и пропагандистом, а наряженные в платье с индустриальным рисунком работницы и колхозницы заменить собой газету «Правда». Последние 100 лет в СССР, а затем в России ситец считается одной из самых дешевых тканей с набивным рисунком для повседневной и летней одежды. Впрочем, в годы дефицита и ситцу были рады. Что же сегодня представляет собой ситцевая ткань? Ситец получают из ткани миткаль полотняного переплетения. То есть миткаль является полуфабрикатом для производства ситца. Полотняное – это самое простое переплетение, где нити основы утка переплетаются через одну в шахматном порядке, но оно же обеспечивает наибольшую прочность ткани. Миткаль выпускается в суровом, неотбеленном виде и представляет собой довольно грубую ткань с молочным оттенком не очень презентабельного вида. Для производства ситца миткаль сначала отбеливают, а затем наносят печатный повторяющийся рисунок на специальных печатных машинах с шаблонами, выполненными в виде круглых валов. Для каждого цвета изготавливается свой вал, который наносит только часть рисунка. Например, один вал наносит зеленые листочки, второй красные лепесточки и так далее. Если ткань покрашена в один цвет, она называется гладко крашеной. Если же на отбеленную ткань нанесен печатный рисунок, ткань набивная. Ситец выпускается разной плотности. От очень легких 62 грамма на квадратный метр для детской одежды, распашонок, пеленок, чепчиков, до более плотных около 100 граммов на квадратный метр для легкой верхней одежды, мужских сорочек и постельного белья. Чаще всего 80-100 грамм на квадратный метр. Плотность по основе, как правило, на 5-10% больше, чем плотность по утку. Для ситца используют карную пряжу средней линейной плотности, для основы 18,5-20 текс, для утка 15,4-20 текс. Это довольно тонкая пряжа, которая хорошо подходит для производства одежды. Достоинства ситца следующие. Во-первых, это 100% хлопчатобумажная ткань, которая обладает всеми преимуществами хлопка: экологичностью, гигроскопичностью, гипоаллергенностью и приятными тактильными ощущениями. Из-за этого ситцевые вещи подходят даже для новорожденных. Воздухопроницаемость за счет невысокой плотности ткани. Прочность и долговечность ткани, а также износостойкость за счет полотняного переплетения. И богатая палитра рисунков и узоров, а также легкий уход. И что немаловажно, низкая цена на эту ткань. К недостаткам ситца можно отнести то, что изделия могут давать усадку, присущую хлопка, а также то, что яркие цвета могут поблекнуть при длительном воздействии солнечных лучей. Советское прошлое невозможно представить без детских ситцевых костюмчиков, мужских ситцевых трусов, которые назывались семейными, и женских веселеньких платьев в горошек. Что же сейчас шьют из ситца? Да практически все. Одежду для новорожденных и детей, пеленки, летние ситцевые платья, халаты, женское и мужское нижнее белье, мужские рубашки, сумки, головные уборы, косметички и шарфы. Очень много ситец используется для домашнего текстиля и интерьеров в романтическом стиле с цветочными рисунками, которые принесут вам в дом природную свежесть и яркие краски. Из ситца делают шторы, салфетки, наволочки, покрывала, обои и обивку для мебели. Тот самый знаменитый мебельный гарнитур работы мастера Гампса из романа Ифа и Петрова «12 стульев» был обит английским ситцем в цветочек. Мебельный ситец практичен, долговечен и легко чистится, а за счет пестрого рисунка загрязнения и потертости меньше видны, поэтому он идеально подходит для помещений, где бывает много людей. Постельное белье из ситца любят за красивые рисунки, воздухопроницаемость и мягкость, обеспечивающие комфорт во время сна. А еще ситцевое белье это стильно, особенно если вы любите эко-стиль. Существует также сжатый ситец с набивным рисунком, похожий на современный сжатый муслин. Такой ситец называют сирсакер. Его особенность это чередование гладких и сжатых полос в структуре ткани. Иногда его делают в клетку. Сирсакер используют для пошива постельного белья, рубашек и летних костюмных тканей. Гладить такой ситец не нужно. Можно придать ситцу и глянцевую поверхность за счет процедуры лощения на специальных отделочных коландрах. Ситцевые изделия не требуют специального ухода, но несколько правил все же есть. Впервые стирать изделия из ситца лучше отдельно от других вещей, так как некачественный краситель может выстирываться и запачкать другие вещи. Сушить изделия из ситца лучше подальше от прямых солнечных лучей.
Постельное белье и занавески лучше сушить в горизонтальном положении, чтобы снизить усадку. Не стоит воспринимать ситец исключительно как дешевую ткань. Например, грандиозный успех Кенза начался с коллекции, сшитой из традиционных японских ситцев. А традиционные ситцы мильфлер, горошек и восточный огурец часто и сейчас мелькают в коллекциях британских и французских дизайнеров. Итальянские ткачи до сих пор воспроизводят на интерьерных тканях узоры 18-19 веков, заботливо оберегая традиции аутентичных ситцев. Надеюсь, вам было интересно. Всего хорошего. Не забывайте подписываться, а если хотите поддержать канал, переходите по ссылке в описании.